тряслись, чтобы нас пустили, мы тряслись, реально. Мы ехали через Кубу, мы через Кубу тряслись, чтобы нас в Кубу пустили. В Кубе мы тряслись, чтобы нас из Кубы выпустили в Панаму. В Панаму мы прилетели, тряслись, чтобы нас сюда впустили. И мы до сих пор трясемся. Мы трясемся, боимся, потому что мы все запуганные, зашуганные нашим государством. Они специально это делают, чтобы все сидели на диванах на своих домах. Привет, это новое интервью в Панаме. Я встретился сегодня с Анной и Сергеем. Они буквально недавно прилетели из Москвы. Сейчас расскажут, почему они оказались здесь. Поехали. Сергей, Анна, приветствую вас. Скажите, пожалуйста, как вы выбрали Панаму? Рассказывай, что ты смотришь на меня. Почему мы выбрали Панаму? Мы выбирали страну для переезда 20 лет. 20 лет назад мы приняли решение, что мы хотим переехать. Но как-то судьба почему-то не складывалась. Плюс мы выбирали. Это была и Европа, и Испания, Черногория. Что потом еще было? Болгария. Ну, то есть мы не просто выбирали пальцем в небо, мы и скрупулезно изучали долго информацию, выписывали, обсуждали. Никогда мы про Латинскую Америку не думали, потому что для меня это был просто другой конец света. Это было ужасно далеко, ужасно страшно, я боюсь летать, вообще жутко. И для меня перелет... Сколько у нас в общей сложности? Около 20 часов вышел перелет. Это для меня просто было, катастрофа, даже думать об этом. И мы никогда вообще не думали про Латинскую Америку. Но последние наши страны были Грузия. То есть мы начали уже еще, уже не Европу смотреть, была Грузия. А потом все-таки мы решились посмотреть Латинскую Америку. Это была Аргентина. Но после последних событий, когда там стали разворачивать тот, кто рожал там, и сказали, что уже отбирают у них гражданство, мы поняли, что там жесть началась. Новый президент не заинтересовал вас. Да. Мы с Аргентины перекинулись на Парагвай. В Парагвае все плохо, все бедно. Ни бизнеса, ни денег. Моря там, океана нет, зимой там холодно, ходит реально в курточках. Смысл ехать из Дубака в Дубак. Вот. Ну и как-то так получилось, что соседняя страна была Панама, тем более, что она входила несколько раз в первое число самых счастливых стран мира. Плюс, да, легализация здесь мало кому доступна. Это получается, что, в принципе, абы кто сюда не залетит. Всяких гастарбайтеров, бедных и так далее людей нет. Из России, да, гастарбайтеров. Здесь на работу не всех берут, потому что есть только для местных. На работу берут не всех. Ну, в общем, мы поняли, что деньги здесь, в принципе, есть для бизнеса. Ну, это, конечно, громко сказано для бизнеса, но хотя бы для старта, чтобы начать хоть что-то делать и зарабатывать, в принципе, есть возможности. Плюс океан, что самое главное. Да, в общем, все напоминает немного, не все далеко, но очень многие моменты напоминают Таиланд, а мы были очень впечатлены в свое время, когда туда приехали. Для меня очень важный был фактор, когда было четкое утверждение о том, что Таиланд для таиландцев. Все остальные – это люди, которые приехали к нам отдохнуть, это наши гости. Такой вот подход. В чем он заключается? Практически все знают, то, что там ты не можешь быть хозяином бизнеса, собственности или что-то еще больше, чем на 49%. То есть тебе должен быть там какой-то таиландский гражданин, лояльный к тебе, потому что таким образом они все равно блюдут свои интересы. Это нормальный, правильный подход. Посмотрите, что сейчас у нас происходит там в стране, да, проведем параллели. Можно там закрыть глаза и расстроиться от очень многих моментов, которые сейчас происходят. Вот. Но еще важный момент, Аня уже подчеркнула, это и климат, и все остальное, но самое главное, что на всем, глядя на все это, здесь нет такого вето на право собственности, и ты можешь вести какой-то свой бизнес, который так или иначе, если он ориентирован и правильно построен на целевую аудиторию, он может давать определенные результаты.
Мы, собственно говоря, проанализировав ситуацию там, и взвесив свои последние там, направления, которыми мы занимались, приняли решение, что нам это интересно, мы будем двигаться. А вы все изучали дистанционно или посещали эти страны? Вот Испания, Хорватия, Аргентина? Или все это просто через интернет смотрели? Кроме Таиланда, да, все остальное мы смотрели только интернет. Мы же в Панаме никогда не были. То есть в Панаме не были, и вы так выбрали Панаму? Да, мы просто на сюда прилетели. Мало кто так выбирает дистанционно. Могу сказать одно. Я достаточно долго потратил время на работу на руководящих должностях, поэтому я четко знаю, что успех любого вопроса зависит от подготовки. Просто так приехать, потратить деньги, потратить время. И опять же, много чего, то, что происходит внутри, оно не на поверхности. То есть туристам, если сюда, извини, перебью, приехать, Да. ты ничего не поймешь. Там неделя, ну даже месяц. Нет. Мы вот сколько здесь? 2 месяца. 2 месяца. Мы и то как бы еще в процессе вообще всего, что... Осознание процессов, да, осознание, как устроен подход государства к человеку, то есть ну, вот, сам по себе. Многие моменты нас здесь ну, в некотором отношении привлекают, как то там порядок, который здесь связан с именно... Многие институты сюда притащили из Америки, брали явный пример, они тащили под экспатов государства. Банковские счета, структуру взаимодействия там, государства через полицию с гражданами, через адвокатов с гражданами. Это нормально, это правовое поле, которое выстраивается грамотно. Понятно, что здесь есть свое недопонимание, потому что страна на этом пути, можно сказать, еще там в коротких штанишках бегает, но она к чему-то стремится. Вот. В плане правовых институтов здесь уже появляется что-то. Для нас, скажем так, было приятным удивлением. Вот попробуйте ребенка в России определить в какую-то школу. Просто с ума сойти можно. Школу, которую хочется именно вам. Да, мы... Независимо от адреса, прописки и так далее. Да, мы здесь даже не граждане, не говоря о том, что там иметь какую-то там прописку или там место. Место ты можешь назвать просто, которое ты живешь. За 3-4 визита мы добились того, что сейчас ребята наши попали в середину учебного года. В середину учебного года. Попробуй перевести просто так там человека в России. Плюс, несмотря на большую разницу в предметах, их приняли, им сформировали программу вводного курса, они сейчас полгода будут изучать язык, историю, все остальное. У них есть время подготовиться к нормальной учебе для того, чтобы воспринимать ее дальше. Может быть, это не такой высокий уровень образования, как в России, но мы не ожидаем какого-то чуда от этой страны. Нам важно, чтобы дети адаптировались и у них пошла нормальная панамская жизнь, вот скажем так. А младший ребенок у нас вообще инвалид-аутист. И мы его устроили в спецкласс. То есть при школе есть спецкласс, где с ним индивидуально какими-то определенными предметами занимается учитель 1 на 1. Не нужно было проходить никаких комиссий, не сдавать никаких врачей, ничего. Я просто показала нашу справку переведенную, заверенную, все. Ну, это бесплатно, платно? Бесплатно, абсолютно. Плата там символические, какие-то госпошлины за оформление документов, там 5-10 там, что-то долларов, вот такое. После того, как мы там прошли 7 кругов ада для того, чтобы ребенка определить в специальную школу, Да. и мы за нее России держались, ездили по 40 километров в одну сторону. В одну сторону, 2 часа в другую. Да, в Подмосковье живя. Поэтому как бы здесь это на раз-два легко далось, то есть мы в некотором шоке пребываем. А в школу как, уже устроили детей или нет еще? Все, ходят. Ходят уже. Уже да, ходят. Уже 2 недели дети посещают школу. И старшая дочка, она, получается, сейчас проходит этот курс адаптации, потом она сдает разницу в экзаменах и перейдет в соответствующий класс, который там следующий там, по российской истории. Ну, у них начальные классы и средние уже делятся, правильно? Ну, начало, Да. все точно так же, все очень похоже на Россию, но отношение именно к вот этим базовым вещам, к образованию, оно гораздо легче. Нет такой критичности. То есть мы приезжали, встречались с директорами сразу напрямую. Решение о том, чтобы выходить там в класс, было принято там
в течение там буквально часа и выход в школу на следующий день. Не, ну, соответственно, Крайне конечно, мы посетили главное Министерство образования, Медуку, нам дали разрешение, и вот с этим разрешением мы уже ходили по школам и выбирали, что нам надо. Ну, разрешение было получено очень быстро. Да. А как дети адаптировались в школе? Ну, как сказать, старшая сейчас пытается подтянуть язык. Мы наняли репетитора. Онлайн, да, она общается. Я думаю, что через полгода у нее там все встанет на свои места. И немножко ей тяжело, но у нее уже вроде появляются там какие-то первые приятели, они как-то пытаются общаться. Плюс у нас здесь ребята знакомые живут. Фактически наша старшая дочь с их старшим сыном ходит в один класс, они там друг другу помогают. Вот. Младший, соответственно, так как он в спецклассе, там к нему отношение более лояльное, более мягкое, но он уже потихонечку пытается там что-то читать. Я хожу с ним на уроки, я сижусь прямо в классе и перевожу ему все, что нужно. То есть как бы есть еще и разрешение без проблем мне ходить вместе с ним. То есть получается, что мы двух зайцев убиваем. Я в том числе учу испанский бесплатно в школе. А бесплатно обучение вот в школах? В этих школах бесплатно, да. Но есть, конечно, и платные. Мы пока не узнавали, сколько это стоит, как, чего. Окей. Панама все-таки не маленькая страна. Почему именно эту локацию выбрали? С одной стороны, это обусловлено тем, что в первую очередь ребята знакомые здесь живут. Русские, они переехали сюда сколько? Два года назад. Вот. Они до этого тут народа приезжали. Там, это про Татьяну. Несколько лет назад. Да, про Татьяну. Вот. И ну, у меня супруга с ними сдружилась, и поэтому мы решили попробовать. Плюс к тому же так сложилось, что мы нашли эту недвижимость здесь, она стоит вменяемых денег, мы спокойно разместили здесь. Для достижения там любой точки в Панаме есть комфортный автомобиль, поэтому... Ну, вообще все же в деньги упирается. То есть в Панама-Сити, деньги, да, Панама-Сити аренда квартиры от 1500. Как бы мы не хотим тратить такие бешеные деньги, потому что у нас нет никаких онлайн-заработков. Мы приехали с небольшой суммой. То есть вот у нас есть только наши руки и все. Чем планируете заниматься здесь? Своими руками? Стройкой? Стройкой? Конечно. То есть ваш опыт – это стройка? Да, наш опыт – это стройка. И кому собираетесь предлагать эти услуги? Услуги мы никому не собираемся предлагать. Мы будем работать так же, как мы работали на территории России. То есть мы сами выбираем участок под свой вкус, мы сами делаем проект дома под свой вкус, мы сами его строим под свой вкус, наполняем, декорируем и выставляем на продажу. То есть вы покупаете сначала по дешевке, потом продаете? Нет. По дешевке что, землю? Мы по большому счету, как сказать, у нас программа наша инвестиционная. Это по нашим меркам, что мы приехали сюда с небольшой суммой, так бы размахнуться, будь здоров. Вот. Мы сейчас выбрали недвижимость, которая локируется в закрытом поселке у экспатов. Соответственно, мы планируем туда вложить денежные средства в строительство, в обустройство территории, вывести это все на должный уровень. Мы просто достаточно давно занимаемся и дизайном, и экстерьерами, и интерьерами. И мы видим, что мы можем принести сюда свой определенный стиль, который будет уникальным и востребованным. Потому что большая часть недвижимости, примерно вот как то, что вы видите. А есть спрос на это вообще? Есть. Есть недвижимость, которая стоит здесь от $400 000 и выше. В принципе, построить ее стоит вменяемых денег. Да. Большая часть выглядит, к сожалению, абсолютно безвкусно. Отвратительно. Мы хотим что-то сделать. 500 000, там внутри ужасные вообще интерьеры. И как я не понимаю, как это покупают вообще. Просто без души, без дизайна, без всего. Просто я правильно понял, что идея купить участок, сделать ремонт, создать стиль и потом продать? Не ремонт, построить дом. Прям с нуля дом построить. Мы сейчас в процессе сделки по покупке участка.
Ну, конечно, с нуля построить. И в какой промежуток времени, ну, все равно какие-то стратегии же у вас есть? Я думаю, что у нас запас прочности на... 1-2 года. Но это максимум. Нет, запас прочности по жизни на 3 года у нас рассчитан. Запас по времени, который мы отпускаем на реализацию проекта, где-то до года строительства и максимум до полугода реализации. И должен быть двойной запас по жизни и, соответственно, цикл стройки и реализации. Какую прибыль видите в течение года? Сложно сказать вообще. Можно сказать следующее, что если там прибыль менее там, $100 000 в год, это неинтересно. Да, это нам не интересно. Нам в Москве было неинтересно. Реализация должна быть... Мы, как сказать, мы понимаем, что проект требует и вложений в участок, и вложений, соответственно, в дом и в инфраструктуру. Поэтому мы потратили 1,5 месяца на то, чтобы здесь объездить все локации, понять, во-первых, где выбрать участок, во-вторых, в каком он состоянии, в-третьих, какой площади участок, в-четвертых, какие соседи, там масса факторов, которые должны сложиться. Просто мы живем в своих домах, ну, уже лет 15, наверное. И все вот эти нюансы, которые важны для жителя частного дома, мы понимаем. Это не просто там красивая картинка, которая должна куча всего быть. Те же самые, там, допустим, американцы, на которых по большому счету, там, или экспаты там, из Канады или из Европы, на которых будет ориентирован этот проект, они, как правило, приезжают, арендуют недвижимость до года, и потом только принимают решение, что они остаются жить. Мы для себя почерпнули один из важных факторов, который нас также склонил в сторону покупки этого более дорогого лота. У ребят есть собственный меморандум внутри поселка. Они его подписали. Никаких там коров, там крупного там животного, рогатого, там прочего, ни шума, ни коммерции, ничего. Это просто жилой поселок. Люди здесь все друг друга уважают. Основной хозяин там живет прямо в этом поселке. Он там ухаживает за всеми коммуникациями, всем занимается, все организации. Живут там процентов, наверное, 80 американцев, процентов 10 канадцев, ну и 10 там разношерстных. То есть это люди, которые создают определенный анклав. Мы пока до конца не осознаем, возможно, мы бы разогнались и на 2 участка, но пока мы не осознаем до конца, как это все будет. Потому что нам нужно понять, как сам пойдет процесс. Регистрация там, и все остальное. Какие-то моменты мы для себя уже узнали. Но вот что дальше, как это в конечном итоге будет, мы с ребятами знакомыми общаемся, они тоже до конца не понимают. И сами все проходят это на своей шкуре. Но у вас есть команда строителей, или вы это сами будете делать? Мы это сами сделаем. Сами это будете делать? Сами сделаем по необходимости. Я буду нанимать людей. В принципе, есть тут определенный тоже круг работников. Плюс там ребята работают, которых нам тоже порекомендовали, сказали, что они здесь в стройках участвуют, они понимают внутренние правила, они знают, как надо делать, там уже команда вышкалена. Возможно, она будет не дешевая, но на какие-то очень трудные работы их можно будет привлекать. А где закупать материалы, все это у вас уже есть? Все в процессе сбора. Все потихоньку. Ответов, вопросов миллион. Ответов. Так пока эти будете вопросы разбирать и доходить ответы, может год пройти. Естественно, но если ничего не делать, ничего же не будет. Я же говорю, что мы полгода готовились так же жили. Так может надо было дистанционно к этому подойти? Мы подошли. Нет, такой информации дистанционно нет. Ань, ну давай так. Первое. Во-первых, мы пообщались с людьми и посмотрели на то, как выглядит здесь сама технология строительства, как это делают, какая экономика, что люди при этом. Нам уже все это... Строят здесь из говна и палок, в общем. Ну их устраивает, значит. Мы так не собираемся строить. У нас целевая аудитория другая, нам нельзя так строить. Поэтому, ну, как сказать, большая часть цифр, они уже сложились в голове. Понятна экономика проекта, поэтому же я говорю, что там 100 плюс, это интересно. Как оно пойдет дальше, там, будем смотреть, потому что жизнь вообще штука интересная. Мы там, год назад были уверены там, в том, что у нас нормально идет наш бизнес, и там, несмотря на то, что есть определенные там, процессы, там, не будем их называть на камеру, все равно все будет идти, потому что мы ориентированы на обычные бытовые жизненные вопросы, которые имеют спрос всегда.
В большей или в меньшей степени зависит от того, там, какая цена проекта, какая целевая аудитория. И сейчас, вот в последнее время мы поняли, что все идет по нисходящей, потому что когда мы реализовали свои там, 2 проекта крайние там, в Российской Федерации, я не раз не сказал, что мы это очень вовремя сделали, потому что есть там проблемы уже там, со ставками, с ипотекой, с желанием людей купить. Безусловно, всегда есть люди, у которых есть там, деньги, живые, нормальные, без всяких ипотек и прочего. Но это очень маленький процент. Смотрите, там, когда обзоры смотришь по недвижимости, там, до 90% в том же самом Краснодаре это тупая ипотека. В Москве, там, если я правильно помню, я слышал цифру, что в районе 70%. То есть существенная часть рынка просто падает. Покупательская способность при этом значительно снижается. Понятно, что это влияет там, на корректировку там, цены, но и когда у людей денег нет, цена не важна. Сколько проектов в России вы таких построили? Мы считали, у нас 6 или 7 было. Все самостоятельно или Да. какая-то команда была? Самостоятельно. Это за сколько лет? С 2011 года. За 13 лет получается. Ну, это наши последние только 2 года были, мы ушли именно в эту деятельность, потому что муж параллельно же работал начальником большим. Да, до И этого это все было наше хобби. начальником большим. То есть мы строили, ну, можно сказать, только по выходным, в праздники и в его отпуск. Каким большим начальником? Громко звучит. Отвечал за регионы и там, был коммерческим директором на заводах. Предприятие? Да. А что производили? Стекольная промышленность. В Москве? Или в По регионе? России. Ну, и в Москве, и в ближайших регионах. Вот. Есть почти 20-летний опыт работы в стекольной промышленности, поэтому... Главный вопрос. Если все так было хорошо, начальник, проекты, почему уехали? Так ничего не хорошо, в том-то и дело. В том-то дело, что Какие ничего не проблемы? хорошо. Все... Политика, экономика страны. Ну, Да. именно вас что не устраивало, чем вас коснулось? Для меня стало понятно, что процессы, которые, как сказать, основные тенденции, показатели государства – это стройка. Если стройка накачивается бюджетными деньгами, которые льются, соответственно, там, из основных статей, будь то, я не знаю, там, нефтедоллары и все остальное, то рано или поздно там, источник начинает по чуть-чуть там, иссыхать. А сейчас он сохнет достаточно сильно, потому что вся ситуация там, с переориентацией на Восток, ну, мы не в экономическо-политическом там, обозрении выступаем. Я могу сказать просто, что я вижу, что тенденции вот именно полного замещения того, что было, нет, на мой взгляд. Я могу, конечно, ошибаться, но показателем является жизнь. Уровень населения, уровень жизни населения начинает падать. Инфляция красивая в телевизоре, по факту там люди пожинают плоды и видят, что гораздо быстрее цены растут в магазинах, чем декларируют основные источники. Возможно, они там на каких-то большущих объемах там как-то нивелируют проценты роста инфляции, но основные статьи затрат у людей какие? Бензин, еда, коммуналка, лекарства, квартплата. Ну, наверное, 5 основных. Может, еще что-то. И в каждой из этих статей там, средний рост там, может доходить там, до 20%. Сейчас он читал даже новости какие-то о том, что до 40% могут прыгнуть там, цены на какие-то там продукты. Ну, это же не только в России цены растут, цены везде растут. Ну, это называется гиперинфляция. Если хотят равняться на Турцию, пожалуйста. Но как бы ни в России, ни в Турции тогда... Я не хочу просто проходить опять 90-е. Я в свое время проходил это и знаю, как это тяжело. Сейчас опять это происходит. Просто мы столкнулись с такой ситуацией, что все, что мы зарабатывали за год, в связи с инфляцией нам давало откат назад. Мы начали проедать существенную часть денег. Да. То есть И доллар растет, цены растут, и мы зарабатываем больше, но вот эта большая часть все съедается продуктами, инфляцией, долларом. То есть у нас каждый год уже пошел просто, мы работаем на выживании. То есть вы не подумайте, что мы какие-то там олигархи с какими-то суммами сюда приехали. Нет. Я смотрела у вас там видео, люди там по 30 гектаров покупают онлайн-бизнес, все в шоколаде, сидят там на травке, отлично улыбаются. Ни хрена, у нас вообще жесть. Мы приехали сюда с голой жопой. Реально.
И чтобы нам здесь как-то выжить, мы сейчас должны, да, своими ручками очень сильно и головкой поработать. Как потопаешь, так и полопаешь. В принципе, последние 2 года мы в России так же делали. Только там выхлопа 0 было, 0. И мы хотим хотя бы здесь немножечко как-то выдохнуть, этот выхлоп получить наконец-то. Я не знаю, получится или нет. Может и не получится. А какие действия, если не получится? Если такая идея все-таки все-таки... его знает. Да получится, ну хотя бы в 0 выйти опять же. Я думаю, что в 0 мы выйдем. В любом случае. Я думаю, что в любом случае будет не 0. Если будет не 0. Да, потому что... 100 тысяч будет. 100 тысяч это очень мало. Есть действительно понимание того, что сколько это будет стоить недвижимость, ее более-менее там ликвидность и так далее, это уже все проанализировано. Просто мы здесь даже по жизни тратим в 4 раза меньше, чем мы в Москве тратили. В 4 раза меньше. А что мы получаем в итоге? Мы получаем здесь природу, чистый воздух, прекраснейшие продукты. Мы просто в шоке до сих пор. Какие здесь продукты? Резиновые помидоры в Москве. Это же жуть, чем кормят вообще в России. Бедные люди. Как мы там жили все 40 лет. А вы здесь продукты где покупаете? Везде. И на рынках, в супермаркетах. Здесь везде. В маленьких, больших магазинчиках. Здесь везде прекрасно. Везде, на каждом шагу. Замечательно. То есть, в магазинах тоже есть резиновые продукты? Траты в 4 раза ниже. Здесь природа в 500 раз проще вырастить лучше. свое, чем чем-то подкармливать. Ну, Денег особо нет, там на нитраты, пестициды, никто не гонится за объемом. Все, что выросло, на прилавок. Не, если, да, руки есть и голова работает, можно и самому даже выращивать по факту. Естественно, Тут, да. Это все время нужно. Никакого снега нет, можно урожай несколько раз собирать. 2-3 раза в год, а может и 4. Поэтому как бы разница налицо между тем, откуда мы приехали, и сюда. Расходы сократились, продукты и природа, климат улучшились. Ну как бы... А то, что мы и там пахали, и тут будем сейчас пахать, так это одно и то же. Какая разница, где пахать, в зиме или на солнышке? А если такие планы у вас стоят, то в Панаме вы планируете закрепиться? Мы ничего уже не планируем в этой жизни. Или тоже если... Мы столько раз переезжали, еще неизвестно. Но опять же, да, был один правитель страны. Мы с вами там немножко обменялись мнениями, да, была одна политика. Сейчас стал другой, там ситуация меняется опять же. Как будет ситуация там с гражданством, там со всем остальным, кто его знает. Если они начнут прижимать экспатов, я не говорю, что всех, потому что всех прижать им нельзя, иначе они останутся без денег. Да. Вот. Ну, скажем, тех, кто имеет отношение там, к Российской Федерации там, и так далее. Если будут идти какие-то там неправильные процессы, придется как-то менять локацию. Будем тогда думать. Но сейчас пока мы видим, что все достаточно лояльно и попробуем двигаться дальше. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании «Росмедицина», вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечения за рубежом для русскоязычных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию «Росмедицина». Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встреча или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками. Английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги с опытом реконструктивных операций. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсация расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверитесь компании «Росмедицина». Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Но в пятерочных магнитах дешевле. И если сравнивать... Не сильно. Не намного сильно. Ну, допустим, я у нас был свой мясник, например. Своя бабушка, где я покупала фрукты и овощи, понимаете?
То есть мы максимально старались натуральную продукцию есть. Конечно же, азбука вкуса как бы не была у нас на первом месте, но иногда я туда заезжала, немножечко могли мы себе там позволить. Немножечко чего-то. Смотря в каких магазинах питаться. Здесь то же самое. Я вот, допустим, по крайней мере, про свой опыт скажу, что сравнивая с ценами с Москвой, даже когда приехал, то было вот пятерочку и Магнит сравниваю. И здесь и Супер 99, и там Рэй, Рыба-Смит, то там относительно московских цен, я не могу сейчас сказать цены, какие в Москве, было дороже. То есть тот же килограмм бананов, он был здесь дороже, чем в России. Это раньше было. Сейчас килограмм бананов в России 200 рублей стоит. А здесь 90 центов. Ну вот. То есть там цены дороже. Качество вот такое. Если сравнивать с вашими новостями свежими, как говорится, по цене в магазинах, то да, значит сейчас, дороже. наверное, еще выросли цены после того, как мы уехали. Нет, возможно, конечно, можно и питаться там всей семьей там, за 40-60 тысяч рублей. Ну что это будет? Потом на лекарства больше денег потратится, потому что я старалась детей кормить уже максимально, да, всем натуральным, все равно у нас проблемы с желудком у дочки. А если бы она ела бы всякую гадость из пятерочки, что бы было вообще? Это врачи, таблетки. В России мы тоже вели очень скромный образ жизни, мы только работали и все. Ни ресторанов, ничего. У нас достаточно долгий период был, Таня рассказывала перед этим, долгий период был, когда мы просто находились в постоянном процессе стройки. То есть, когда я приезжал там с работы, у меня была возможность там, несколько часов там выделить или там выходные цеплять. То есть, по факту я там возился со шпателем, молотком, там, шуруповертом там, и так далее. И отпуска все так же проходили. Люди потом просто в компании удивлялись, откуда там появляются деньги купить там Infiniti новой супруге. Оттуда, извините. Если ты пашешь там... Двойная работа получается. Офис сначала. Основной, да. Основной, потом... По большому счету, да, зарплаты хватало на покрытие основных расходов по семье, там, по расходам, плюс купить стройматериал. А основной заработок накопительный, он шел от стройки. Потому что там первый дом, который мы приобрели, да, он был отстроен и все, но там внутрянки никакой не было. И мы, соответственно, занялись ремонтом. Нам удалось в нем прожить после того, как я закончил ремонт, буквально полгода. После этого получил предложение там, переехать на юг по работе. Мы переехали на юг. Там потратили 2 месяца на поиск дома. Нашли дом, заехали в него, он опять же в таком состоянии. Там, мы жили на надувных матрасах. У нас была вместо кухни просто мойка. Да. Прямо на кухне мы на надувных матрасах. В каком районе Московской области? Московская область была потом. Это потом, это мы на юг. Это мы под Ростовом жили, а потом мы... Батайске. Привет, Батайск. Да. Переехали уже в Подмосковье и купили дом по направлению М11. Это платная трасса. Москва-Питер. Москва-Питер, да. И там мы достаточно тоже вложили денежных средств и сил. И потом, после того, как я принял решение уйти, там, завершить работу в крайней компании, у меня действительно там почти 2 года не складывалось, потому что стекольная промышленность достаточно узкий такой анклав, и найти именно то, что хотелось бы и по душе, и по деньгам, непросто. Ну, идти там за 200 тысяч рублей тоже не хотелось работать. Неинтересно, несерьезно. Я все эти этапы уже проходил. Вот. И мы как-то приняли решение о том, что давай дом продадим. Я его довел до ума, там поставил навес для машин, поставил там еще сарайчик за домом и сделал мангальную зону. И после этого там, в течение 2 недель дом улетел. Мы с Аней переглянулись. И поняли, что мы в правильном направлении идем. Поняли, что идем. да, что вроде как что-то начинает вырисовываться, куда идти. Потому что я занимаюсь дизайном внутри дома, ну, соответственно, какие-то ремонтные работы я тоже делаю. В последнем доме я помогала забор строить, полностью его красила, а в предпоследнем доме я щебенку раскидывала во дворе. То есть, как бы, ну, я не чураюсь никакой, весь грузовик. Никакой физической работы, в принципе, я не чураюсь, да. Ландшафтный дизайн тоже весь на мне. То есть я не просто его разрабатываю, я сама своими руками все выкапываю, вставляю, сажу, то есть вот это вот все. Ну,
Судя по всему, мы просто нашли в этом свое призвание и увлечение. И после этого у нас уже там своих 2 отдельных проекта было, которые у нас там дали нам окончательное понимание, что такое там электрика, сантехника, строительство, утепление, там, отделка внутренняя полностью, там, и так далее, и так далее, и так далее. Стяжки и прочее. Есть вещи, которые вам не хватают на сегодняшний день, находясь в Панаме? Не хватает каких-то вещей? Ну, я имею в виду, чего не хватает в Панаме, то, что у вас было в России. Ну, какой-то мнимой стабильности, что ли. Мнимой, опять же, мнимой. Почему мнимой? Потому что в России-то ее тоже не было. Но просто ты там прожил когда 40 лет. Тебе кажется, что как-то все немножко стабильно. Ты там да? свой, тебе все процессы Да. понятны. Здесь для нас много чего открывается именно с точки зрения там, взаимодействия с государством. Те же самые документы, те же самые адвокаты, все остальное, вот эта вся беготня, она совершенно Плюс по-другому иностранный устроена. язык, мы испанский не знаем вообще. Это тоже, конечно, очень сложно в этом плане. Не, ну там прийти и сказать всегда «necesita trabajo» всегда можно. Necesita ayuda. Ayuda. Документы Ты- тяжело здесь сделать? Документы. Какие? Ну, легализоваться. Да. Тут вообще практически невозможно легализоваться, в том-то и дело. Сколько мы? 10 адвокатов посетили или 15. В общем, все нам отказали. Все отказались. Сказали только инвестиции, пожалуйста, ребята. Приносите деньги. От 100 до 300 тысяч, да. Возможно, для них это проще, а возможно и стоит внутренняя установка, которая может там закончиться изъятием лицензии у адвоката, если вдруг он там что-то исполнит. Не в государственном фарватере. Да, были даже мысли на беженство подавать. На беженство в Панаме? Беженство. Ну, чтобы хотя бы там от полугода до года хотя бы легально находиться в стране, а там видно будет, да. Вот такие даже мысли проскальзывают до сих пор. Это только мысли. Но мы не знаем, насколько это вообще этот Так путь. что нужно делать пенсионную программу. Кому нужна помощь, пишите в комментариях. В общем, походу да, потому что на сегодняшний день это единственный более-менее инструмент, который осязаем и который может принести результат. Потому что все остальное, мало того, что они сами не знают, что можно посоветовать, возможно, знают, просто но молчат. И молчат они не потому, что им хочется больше денег, а скорее всего это действительно грозит Нет, какой-то я- ответственностью за... Я про пенсионаду в WhatsApp у одного адвоката панамского спросила. Он сказал, что это очень опасно, и про нее нельзя писать даже здесь. И только через меня, и только устно, и приезжайте в офис, и платные Нет. консультации за $50. Да нет. Он сказал, что даже в WhatsApp ее обсуждать этот вопрос не будет, потому что это очень опасно. Вот так. Нужно WhatsApp- знать входы-выходы. WhatsApp везде читает. Нужную дверь. Ну вот для них это опасно. Окей. Какие здесь минусы вообще увидели в Панаме? Есть минусы? Ну, для того, чтобы, наверное, определиться с основными минусами, здесь надо прожить немало времени для того, чтобы сравнивать какие-то категории в более длительный промежуток времени. Просто так сказать, что здесь плохо, вот это, наверное, нет. Скорее всего, там все совокупно. Но Сырость, могу, плесень. да, Бытовухи. есть какие-то, да, бытовые вопросы, потому что, ну, что больше всего на сегодняшний момент подбешивает, это то, что до конца непонятно все вот эти правовые вопросы. Везде нужны адвокаты, Да. причем адвокатов много бестолковых, которые вообще мало чего понимают, но при этом всегда выпрашивают деньги. То есть, по большому счету, адвокатская лицензия – это там лицензия на то, чтобы отнимать деньги у иностранцев. Ну, это как нотариус в России. Хозяин нашего дома, Без нотариуса мы, можно много чего сделать в России. у которого Здесь мы нет. арендуем. Нет, я к тому, что здесь адвокат как нотариус в России. Есть моменты, да, есть, которые ты без нотариуса можешь решить, но все-таки я считаю, нотариус, ну, это лишнее звено, по крайней мере. Это лишние деньги. И здесь то же самое адвокат. Он по факту
лишнее звено не нужен, но согласно вот законодательству Панамы, все через адвоката и все. Ну вот мы сейчас... Хозяин нашего Да. дома, который вот это все строил, они же любят, европейцы Европейцы, американцы. любят поручить все адвокату и ничего не знать. И этот адвокат нарисовал себя в его документах совладельцем его недвижимости. Они 2 года судились с ним. Вот так. А закончилось тем, что, слушай, друг, ну мы сейчас просто в полицию напишем. Но они что-то не сразу почему-то не написали. Странно Да, это. и тогда там... 2 года тянулась-то вся резина. Вот, поэтому мы с адвокатами тут вообще не хотим связываться. Мы понимаем, что они это под свое только, в свою сторону все гребут. Нормальные жулики, и что? Да. Нормально. Все нужно своими мозгами проверять, перепроверять и думать. Какие рекомендации бы дали людям, которые хотят сюда переехать? Что стоит делать, а чего нет? Ну, это, во-первых, нужно сказать, кому стоит вообще сюда переезжать, а кому не стоит. А кому вообще стоит? переезжать в принципе. Тут как бы можно даже говорить не только за Панаму, а вообще в принципе за другие страны в целом. Не стоит переезжать вообще из России людям, которые, ну, мягко говоря, мало динамичны в своей жизни, которые привыкли ходить на работу от 19 до 17, вечером пришли с пивком на диване, посмотрели сериал и так вот каждый день. То есть те, кто ни к чему не стремятся, не дерутся за свое место под солнцем, не вгрызаются, да, в какие-то моменты, не любители изучать информацию в интернете, малообщительные люди, тоже никак. Потому что без информации, без каких-то активных действий ничего вообще не получится. Мы не говорим сейчас про деньги. Ну, в том плане, что без денег не переехать. Ну, почему? С небольшим бюджетом можно. Главное, чтобы ты знал, владел информацией, знал, что ты будешь делать, что ты будешь с этими деньгами, куда ты будешь вкладывать, на что ты будешь жить и так далее и тому подобное. А вот так просто с кондачка взять и переехать, ну, особенно сейчас, мы потратили колоссальное время, колоссальные силы, колоссальные нервы, чтобы сюда приехать, чтобы собрать всю эту информацию, проанализировать, сделать все эти действия, собрать опять же эти документы. Мы только в 6 раз ездили в налоговую за одной бумажкой. И они нас все отфутболивали. Приходите завтра, да начальник заболел, начальника нет и так далее. И вообще мы тут подписи и печать Ну, не ставим. то есть это и так такая далее. нагрузка, это просто и физически, и морально, и мы уже 100 раз развелись, и поругались, и разбежались. Ну, у нас так всю жизнь, поэтому мы люди привыкшие. Вот. А когда начинаешь сбор, готовишься, будь готов реально развестись. Потому что, ну, это просто не выдерживают нервишки. Особенно сейчас. Раньше, наверное, было до событий проще в этом плане. Сейчас ни деньги не вывести, ни недвижку не продать, самим даже выехать. У нас, мы когда сюда приехали, единственный со всего самолета чемодан шмонали. Наш. Но вы были Ну, о чем примитивными, говорить? наверное. Мы сюда летели, мы тряслись, чтобы нас пустили, мы тряслись, реально. Мы ехали через Кубу, мы через Кубу тряслись, чтобы нас в Кубу пустили. В Кубе мы тряслись, чтобы нас из Кубы выпустили в Панаму. В Панаму мы прилетели, тряслись, чтобы нас сюда впустили. И мы до сих пор трясемся. Мы трясемся, боимся, потому что мы все запуганные, зашуганные нашим государством. Оно специально это делает, чтобы все сидели на диванах на своих домах. Так что думаете, сидеть на диване, либо трястись? Но это Выбор и там каждого. плохо, и здесь как бы, да, ты не знаешь, нет будущего. Ты вообще не знаешь, что тебя ждет. Не знаю. Мы не советуем ничего, не оставаться, не переезжать. Каждый решает сам. Резюмируя все, да, Это каждый жесть. решает сам. Ситуация современная, это просто жесть. Не знаю, до сих пор в шоке.